Приветствую! Вы на канале Realistic PS. Трудно в это поверить, но предстоящая 21 часть станет уже третьей игрой из серии игр PS, в которой появится наша российская премьер-лига. Если еще лет 5 назад это казалось лишь мечтой, то сегодня это действительность. Изначально я хотел сделать видео на тему того, что следующая часть может стать последней для РПЛ в серии игр PS, поскольку среди фанатов ходит слушок, что контракт РПЛ и Konami рассчитан на 3 года. Однако, прошерстив множество источников, я не нашел ни единого упоминания о длительности этого соглашения. Тем не менее, сегодня мы порассуждаем, какое будущее ждет нашу лигу и стоит ли сторонам продолжать сотрудничество дальше. Перед началом напомню, чтобы вы поставили лайк авансом и обязательно подписались на канал, если находитесь здесь впервые. Ну а мы приступаем к теме сегодняшнего ролика. Ну а перед тем, как мы начнем, хочу порекомендовать вам один интересный фан-сайт по серии игр Pro Evolution Soccer – psrus.ru. На нем вы найдете различные патчи для разных частей PS, актуальные новости, а также встретите отзывчивую администрацию, которая всегда ответит на ваш вопрос. psrus.ru. Ссылка в описании. О том, что наша российская премьер-лига может появиться в игре, стало известно еще в мае 2018 года, когда в преддверии анонса PES 2019 Konami, так сказать, проводили агрессивную рекламную кампанию. Радости игроков не было предела. Правда, помимо всеобщей радости, был заметен и явный хейт со стороны игроков FIFA, ведь как так, из популярнейшего футсима уходит РПЛ. Тогда-то нам казалось, что РПЛ заиграет новыми красками в футсиме от японцев. Ведь давайте на чистоту, за все то время, что лига была в FIFA, глобальных изменений там никогда не было. К тому же, японцы подливали масло в огонь, заявляя, что все новые лиги ожидают актуального оформления. Правда, сейчас таких заявлений вы вряд ли найдете, но тогда это было указано прямым текстом. Прошло 2 года, и что мы видим? А по сути ничего, даже минимального оформления, кое имеет серия А, Эрedivisie, французская лига 1, у нашей РПЛки его нет. Также много вопросов вызывает форма. У кого-то она выполнена неправильно, у кого-то с мелкими ошибками, а у кого-то и вовсе отсутствует. И это лишь малая доля того, что не так с нашей лигой в игре. Если в прошлой части все можно было списать на то, что это первый год и первый заход разработчиков на нашу лигу, то сейчас подобное оправдание не прокатит. Так, какое будущее ожидает РПЛ в серии игр PS? Если текущее соглашение и вправду рассчитано на 3 года, и предстоящая часть может стать последней для РПЛ в PS, то разработчики должны хорошенько постараться, чтобы хоть немного удовлетворить ожидания игроков. Конечно, на стадион рассчитывать точно не придется, то пускай они хотя бы сделают соответствующее оформление. Рекламные щиты, перебивки между повторами достойно сделают новичков лиги в виде Химок и Ротора, которые уже точно вышли в премьер-лигу, и про лица с мини-фейсами для игроков пусть также не забудут. Готов поспорить, что сейчас в РПЛке куда больше фейсов, чем за все то время, что РПЛ была в FIFA, но тем не менее это все равно мало. Еще один аргумент, который мы всегда припоминали японцам, это то, что РПЛ находится в игре на условиях эксклюзивной лиги, как та же АПЛ в FIFA. Однако, в отличие от той же FIFA, эта эксклюзивность в PES не дает возможности рассчитывать на то, что лига будет воссоздана в соответствии с ее реальным аналогом, и это очень печально. А вообще удивительно, как низко пала наша планка ожиданий. От ожиданий полного оформления лиги, большого количества лиц и стадионов, до ожидания того, что разработчики хотя бы приведут лигу в надлежащий вид, с актуальными формами и логотипами. В целом, вне зависимости от того, как качественно японцы сделают РПЛ в 21 части, я думаю, что соглашение будет продлено. Konami сделали лигу не хуже, чем Electronic Arts в свое время, а где-то даже лучше. Киберспортивные соревнования под эгидой РПЛ проводятся, так что есть все шансы на то, что РПЛ будет присутствовать в следующих частях игр PS. К тому же, вряд ли канадцы заинтересованы в борьбе за нашу лигу, учитывая, что не так давно они закрыли свой офис в Москве. Ну а что вы думаете по этому поводу, обязательно черкните в комментариях. Если вы досмотрели видео до этого момента, то я чрезмерно благодарен за ваше внимание на протяжении всего этого времени. А заодно напомню, чтобы вы не забыли поставить лайк, подписаться на канал, если вы здесь впервые, а также, что самое главное, нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе о всех новостях канала, выходе роликов и начале стримов. Услышимся уже скоро, до встречи, ребята!